Что такое был наш друг? Это был художник,
по-настоящему художник. То есть все, что исходило от него, это было произведение искусства. Что бы он ни делал, разговаривал ли он, рисовал бы картины, делал какую-то штучку, вот писал бы стихи или что-то еще, это было всегда произведение искусства. Так уж случилось, что в 33 года он уехал в Москву, решив покорить опять это пространство, и, в общем-то, скорее всего, покончил там жизнь самоубийством. Вот. Причем глупо нажравшись таблеток. Жена его там кремировала и привезла в Самарканд. И для нас это был такой сильный шок, когда я узнал, особенно от третьих людей, то есть не от своих знакомых, не от близких мне людей, а от третьего человека, который, в общем-то, Юрьевич практически и не знал. Я бежал по Самарканду, и там в каждой, кого не останавливал, с теми, там, по 50 грамм, что называется, в ближайшем кабаке, пока не напился и добежал до Габиовича. То есть для нас это был такой шок сильный. Потому что, когда умирает человек в 33 года, тем более ближайший человек, с которым ты прожил там, ближайшие 13 лет, и знал его, это был не просто, так сказать, друг, это был брат по-настоящему. И причем самый тонкий из нас. Если мы все такие интеллигенты со своими проблемами и так далее, это был такой, раньше его называли чайным эльфом в Самарканде. То есть это был именно эльф. То есть это был не просто, так сказать, он был истонченный человек, начиная от его длинных пальцев и заканчивая, так сказать, теми вещами, о которых он говорил. А он был философ еще к тому же. То есть он мог говорить на любую тему. И это была совершенно полная несостыковка с этим миром. То есть, с одной стороны, он его легко принимал, с другой стороны, мир не мог его принять. Более такой жесткий мир, который был в России, то есть в Москве, например, где нужно бегать, нужно зарабатывать деньги, нужно кормить семью, ребенок, который родился и так далее, жена, которая со своими требованиями определенными. И он просто сдался, сбросил с себя все это. И если бы он был в Самарканде, мы бы нашли бы ему квартиру, мы бы сделали определенные условия, которые мы, собственно, и делали все время с Алексеем, с тем же самым, с тем же Матвеем. То есть мы всеми силами старались оградить, что ли, его, отгородить от этого мира. Там не было друзей, там были знакомые, но там не было друзей. Судьбы, и в нем участвует игла и нити, значит, высываются судьбы. Из двух молодых сердец становится единственная семья. Красиво, обряды, какие жизнь начинает окружить. Круто, это не русские пошли, европейцы расписали. К невесте или к женщине, значит, прививается путем иглы и нити. Да, Чапан, гражданский посмотреть. Опять-таки не наш. Из-за шанса да Винчи. А там что, кумыс они пьют? Чай? Нет, вообще не делают. И опять, невесты все в современных платьях.
Вот так каймок. вот с, Кайнок. венченная вода становится горячей. И она утепляет сердец, молодых сердец, и жениха, и невесты, после того, как они выпивают. Красиво. Красиво. Ну, А это магазин? Ташкент. Конфеты. Бананы, самое главное, бананы! Вот он символ, так символ, да. Дикий среднеазиатский плод. А чё? Вегетарианский банан, это хорошо. Вегетарианский набор. Это эротично, это эротично. Вот они бананы тоже пошли. Хорезм. Вот скорейте. Breasts. Да. Груди. Breasts. Чуть груди. Да, ну дело в том, что это минареты. Минареты это бананы, а Бананы, это да. грудь, это женские. Да, да, да. Ну я так всегда. Так. Есть что-то смотреть с этим, манипуляция с колодцем. Что, господа? А очень хорошо, конечно, накатывать под мусульманские напряги. Ну, Они вот из колодца. Это тоже правильно напиток. Ну, сволочи, чего они не в национальной одежде? Будут. Самый мощный это в Хорезме. Вот Фергана с моря опять. Мегафон за вас пьем, потому что подарок. Это действительно Это подарок. мы же этого не видим. Изнутри. Салон, А это тебе зачем? ну, типа хлеб, вино. До кучи. Нет, здесь наоборот. Это, Просто сон. на это можно построить... Это же солярный символ, лепешки Да, валяют. да. Почему что диссертацию можно написать? А что, мука, да, мука. Как это все делать? Мука, посмотри. Здесь вот теперь в целом вот подарок. Знаете, читаете вот эти артефакты, они приходили, да, вот, не видно было. Натек кувшинчик, а вот это все осталось. Фергана, да, была? Я вот, да, женщина была, ужасно. А вот Хавиас, посмотрите. Ну какой красивый платок. Это не сезонный платок. Здесь вообще не кантовать. Очень интересно, здесь смотрится такой символ. Галстук, его Галстук. припоясывают пиджак. Да. То есть они пытаются здесь как бы вернуть чапан, тему чапана. А галстук это символ такой, абсолютный символ Вау, Запада. вау, вау. А вот невеста. Она по-прежнему закрыта, да? То есть никто ее не видит. Самое интересное это ресницы. Самое интересное. А это родственники жены, да, кланяются? Естественно. Эта сцена ходит В сауне. просто. Вот эта сцена сам по себе. Логика есть. Вау! Нет, подожди. А тут херов точно народ залез. Ну так это Энгельс. Энгельс. Куда не надо Происхождение. смотреть. Вот. Никто нет, стоп. Опа! Пошло дело. Ой, какая килинка. Манзия. А вот килинка здесь. Гарбала, конечно, Гарбала. Обкурились.
этот галстук, он так четко здесь Он сидит. такой фаллический. Это не фаллический. Он галстук фаллический. Вот это сатира. Галстук здесь выступает такой жесткой сатирой. Все сатира, пардон. Нет. Здесь традиции, которые только читать и читать. Но, правда, если их раскрыть, не всем это понравится. Ну, естественно. Продавать пиццу в Нью-Йорке ни Алекс, ни я, ни Матвей, никто из нас не хочет. То есть или там зубами пытаться себе найти место в жизни в Москве где-нибудь, или там, я не знаю, там в Твери в какой-нибудь уж отстойный и так далее. То есть никто из нас этого не хочет, потому что у нас есть здесь, мы живем под этим солнцем, у нас огромная, хорошая, классная компания. У меня есть с кем поговорить. То есть, когда я приезжаю, например, в какой-нибудь провинциальный русский город, там просто общаться не с кем. Сори. Ладно, в Москве это, конечно, можно найти себе, но опять так там нужно очень жестокий, что ли. Мы люди восточные. У нас один чай сидим, это тема. А в Москве же так не посидишь, там же метро, там нужно бегать с одной станции на другую хотя бы. 40 минут ехать куда-нибудь на работу. Так. Я не способен, например, на это. То есть я хочу пешком ходить под солнцем. Я хочу смотреть на деревья, там, я не знаю, там, я хочу общаться с хорошими людьми. Мне совершенно не нужен вот такой вот образ жизни, который бы уничтожал бы просто меня. И также Алексей. Если, конечно, ему там, кто-нибудь предложит пост профессора в Оксфорде, он, наверное, поедет. Или в Гарварде. Но опять-таки ехать и просто заниматься там неизвестно чем. Стать офисным работником, сидеть около компьютера сутками. Это никто из нас не будет. Зачем это нам нужно? Наша работа должна быть такая, просто она там недостаточно там высокооплачиваемая, зато очень много личного времени, которое я могу посвятить своим друзьям, которое я могу посвятить там просмотру фильмов, чтению книг и так далее. А зачем как бы бешеная жизнь? Она мне не нужна. Я могу уехать в Гуам скорее куда-нибудь, как уезжают сейчас многие русские там, новориши, для того, чтобы там просто полежать на травке годами. Вот и все. Когда сюда пришли русские войска, они не вели колониальную политику в ту, например, которую продвигали англичане в завоеванных странах. Потому как у русских, может быть, изначально в природе есть толерантность и лень, что может быть на первом месте лень. То есть они захватили основные, скажем так, кровеносную систему, взяли, которая позволяла им заниматься экономикой, своей экономикой, которая будет работать на Российскую империю. Но имперская тема, она была только в одном очень существенном моменте. Первый закон, и, может быть, единственный, который как-то, может быть, попрал, надавил на местную культуру, это отмена рабства. Все. Это вот моя любимая игрушка детства, я с ней играл. Когда приходил к папе в в мастерскую. мастерскую, да. То есть она ни в коем случае не является, скажем так, фамильной реликвией. То есть я сейчас купил эту шашку где-то в 50-е годы за какие-то гроши. Но это парадная шашка, которая выдавалась юнкерам по окончании военного училища. И с присвоением их офицерского звания, то есть это шашка пехотного образца. И шашка парадная, правда, ножны, очевидно, не от нее. То есть, потому что ножны, они, конечно, полевые и, скорее всего, не офицерские. Но шашка очень любопытна, она не заточена, так сказать, ей особенно ни в капусту не порубишь, но, тем не менее, интересно. И гораздо позже я, когда рассматривал, собственно говоря, вот здесь вот Эфес, обнаружилось, что эта шашка была выдана 3 марта 17 года, в день отречения государя. То есть 3 марта 17 года, вот, собственно говоря, здесь это монограмма этого МП некого и, соответственно, дата. То есть это вот как бы такой случайный памятник эпохи.
любая власть, на мой взгляд, должна думать не о собственном кармане, и не о народе, а о неком будущем, о некой цивилизации, которая придет после них. То есть вот этот момент, после нас хоть потоп, который в последнее время очень сильно наблюдается истерия по этому поводу. Но не надо после нас хоть потоп. После нас, после любой власти должно оставаться не то что добрые дела, это все как бы разговор, что называется, как. А вот деревья посажены генералом Абрамовым, дом, который вот тут стоит, вот какие-то такие вот мелкие вещи, которых потом будут вспоминать. Он никогда не был бульваром имени Максима Горького. Он всегда был Абрамовский бульвар. Там идет еще что? Университет. Ёбаный. Что, ужасное слово. Я скажу вам у Мегафон за оккупацию. Прежде всего, здесь нет никакого взаимопроникновения культур на имперском периоде. Здесь нет взаимопроникновения культур. Здесь есть даже не конфликт цивилизаций. Здесь есть вступление цивилизации одного порядка на то, что эта цивилизация не воспринимает в качестве цивилизации. Если помните, у Рэя Брэдбери есть очень интересная, что там, в «Марсианских хрониках» история про то, как земляне приезжают на Марс и ничто там не находят. Они находят какие-то интересные даже не руины, а какие-то холмы с дырочками и так далее. Потому что они не способны воспринять язык этой цивилизации. Они просто проходят сквозь нее. То есть в данном случае, если мы, например, берем Скобелева или каких-то людей типа Кауфмана, то есть, естественно, их интерес, он был подлинный в отношении к тому, что они здесь находили. Но это не было диалогом, это не было интересом одной культуры к другой культуре. Это было совершенно другое впечатление. Это было впечатление культуры, которая сформировалась много-много лет назад, и которая воспринимает себя, идущей более или менее на пустое место, где, собственно говоря, какие-то кипчаки, какие-то мангыты заселяют что-то, какие-то руины. И у них было действительно огромное, я бы сказал, некое такое полубиологическое, я бы сказал, любопытство, потому что мы видим здесь? Здесь вот это поиски, раскопки, уважение, интерес, все это происходило с определенной позицией. То есть не надо здесь смешивать некоторые вещи. Парочку примеров. Что первое, когда Кауфман подошел сюда, и, значит, на Чупаноте, нашей любимой, состоялся короткий бой, в ходе которого произошло примерно следующее, что 20-тысячная армия мира стояла и смотрела, как русские, скажем так, русские, я не люблю этот термин, русские. Вот. Ну ладно, Кауфман, конечно, фон Кауфман, вот, пересекает Зеравшан. Они, собственно говоря, не предполагали местные товарищи, что русская армия сможет перейти Зеравшан. Окей. Ну, поскольку она просто пересекла Зеравшан, значит, эти хлопцы бежали. Да. Вот. И что произошло дальше? Собственно говоря, после этого, когда армия была рассеяна, Кауфман расположился лагерем. На следующий день ворота были открыты. Вынесли ключи. Вынесли ключи. И что интересно, давайте вот, на что обратим внимание, на то, что в качестве подарка и символа повиновения городские главы принесли что? Коран Османа, пардон. Не что-то, а Коран Османа. Да, это Коран самый Османа. древнейший текст Корана, переписанный, то есть написанный. То есть это, казалось бы, такая святыня, за которую вообще нужно просто вообще перерезать глотки, убиваться, стоять насмерть, погибать в цитадели, это все делать. Они принесли это в качестве знака поклонения. Хорошо, приняли. Месяц, собственно говоря, приблизительно Кауфман оставался с войсками здесь, беседовал со старейшинами, да? Он находится. Затем, что происходит дальше? Происходит дальше следующее, что Кауфман уходит со своим сражаться с остатками бухарской армии. И что происходит? Что происходит дальше? И это очень интересно с культурологической точки зрения. Они оставляют здесь этот маленький гарнизон в той крепости, где мы. 500 человек. Вот. Теперь что происходит? Они ушли, остаются. И теперь, значит, происходит типично восточная ситуация. То же самое происходит в Ираке. Они не могут разбить европейцев в открытом бою. Они ничего не могут препятствовать. Когда они выставляют свою армию, эта армия крошится просто вот так. Теперь, подожди, сейчас, стоп, пардон. Теперь, они видят, что эти 500 человек остались в этой крепости, и народ бунтует против этой крепости.
он собирается осаждать эту крепость, приходит разбитая армия, собираются китабские, шахрезябские беки. И все это осаждают в размере 60 тысяч, осаждают 500 человек. Теперь что происходит? 60 тысяч на лошадях. Тихо. С ружьями. Сейчас, подожди. Какие Я пулеметы подхожу. в то время? Какие О чем пулеметы? вы Пистолеты, пулеметы и так да. далее. Смысл в чем? Я только подхожу. Хорошо. Значит, естественно, через неделю они осаждали и не взяли. Пришел Кауфман, и, естественно, вся эта 60-тысячная войска рассосалась. Теперь Кауфман реально устраивает довольно мрачную экзекуцию, которой, естественно, не было месяц назад. То есть, почему? На Регистане. На Потому что они добровольно сдались. И Кауфман, естественно, со своим еврейским менталитетом воображает, что они сдались вот в этой ситуации. И типа, вот было юридически подписано некое соглашение. А это уже предательство. Это И предательство он реально там расстреливает. Он реально расстреливал. вот как предателей. Он расстреливает их как предателей. Прямо на Регистане. Полное непонимание восточного менталитета. Восточный менталитет каков? Руку, которую не можешь отрезать, целуй. Если рука слабенькая, можно ее отрезать спокойно. Вот. И теперь... Понимание в каком плане? Я здесь Пардон, поспорю. можно я закончу? Вот именно на этом месте. Он как раз таки, они язык тирании, язык крови очень хорошо понимают. Вот Язык силы, именно. руку силы. Поэтому смысл заключается в том, хочешь до человека донести Кауфман так и понятие, говори Кауфман с ним так и на говорил. языке, понятно. Я говорю, никогда бы не стал делать, если бы вот не предательство, и мне нужно было построить показательный процесс для того, чтобы расстрелять там 50 Понятный язык. человек, Да. просто вот на глазах у всех, для того, чтобы этого больше не существовало. Больше никаких Не существовало. зверств, никаких подвалов, никаких, как вот в НКВД, вот здесь на Пушкина, Да, да. расстреливали. Мучений. Джадидов сотнями расстреливали вот здесь, вот на Пушкина. Во-первых, Скобелев Геоктепе. Когда он взял Геоктепе с туркменами, что он сделал? Он не просто его взял и жестоко взял. И позволил казакам там реально рубить женщин и детей. Некрасиво, но нужно говорить с людьми на языке им понятном. После этого Скобелев что сделал? Он взял Геоктепе, разрушил до основания, пригласил окрестное население, чтобы оно погуляло по Геоктепе, а затем его отстроил. И Скобелев получил сразу, что с местным населением нужно обращаться жестко, но с душой. То есть ни в коем случае не нужно бюрократизации. То есть, как бы вы хотите, чтобы вас уважали, будьте сильными. Но если вы хотите, чтобы вас любили, обращайтесь с душой. Не надо вот этой вот писанины. И второй момент заключается, все, я заканчиваю, что Скобелев, это тоже, кстати, не к цивилизациям относится, когда он планировал, он же был вдохновителем похода на Индию, что он сказал? Он говорил о том, что мы хотим возродить дух Тамерлана. Мы хотим поднять у в этом Скобелева это народе вообще была тема. Вы дух учтите, Тамерлана, что да. Скобелев умер, непонятно, скоропостижно скончался, будем говорить, отравили, говорят его, в 36 лет. А здесь нет диалога цивилизации. Представьте себе, например, где бы, скажем, генерал Петреус, который является главнокомандующим американскими войсками в Ираке сейчас, говорил бы о том, что, знаете, мы с вами хотим возродить дух, предположим, Ксеркса, или дух, предположим, Дух Тамерлана. У Скобелева вообще был, Навуходоносора, да? у Скобелева вообще это был нонсенс. по этому поводу слегка заскок по поводу Тамерлана и Наполеона. То есть, а здесь было не такое, что мы Бонапартизм хотим, чтобы этот народ воспрял и вспомнил какие-то моменты. Вот это, то есть почему я говорю о том, что даже оккупанты, даже администраторы, даже вешатели, расстрельщики, они, собственно говоря, ничего нового, условно говоря, не принесли в смысле жестокости. Пардон, вспомните Насруллу хана, вспомните Абдул-Азиз хана. Эй, come on, baby. То есть, ничего здесь нового не было. И причем, Вот. когда А вот либеральничание, миндальничание, медальничание началось. вот. Медальничание И оно началось привело после того, как Скобелев ушел. Как там Скобелев говорил ушел отсюда. профессор Преображенский, что разруха начинается, когда начинают не снимать калоши в коридоре и, мимо в унитаза, туалете. да. Да. Мимо унитаза, да. извини, случайно. Мочиться. Мочиться, Вот и да. все.
Искусству жить я медленно учусь, искусству прятать, укрываться, вырвать, искусству к трупу сев спиной чуть-чуть, похлебку жрать, сверля в жестянке дыры, искусству сбросить старикана с нар и самому удобнее улечься, и от воды больного отогнать и выпить все ему не будет легче. Искусство лгать, рукой, ногой, спиной, у самого себя урвать украдкой, и вечером под беглой луной решать, как день прошел легко и гладко.